Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья. Бонжур, мезами. У нас сейчас четвертый урок по четвертому предмету в SEO School. Этот предмет называется SEO мода. Он занимается имиджем, луком, да, но не столько внешним, сколько внутренним. Хотя это достаточно просто смешать и спутать, и еще, возможно, одно как бы помогает другому. SEO мода – это быстрые изменения. Это 16 элементов, как типа вот есть элементы обычной моды, да, там одежда, обувь, вверх-вниз, белье, там, макияж и так далее. Также есть элементы SEO моды, их 16, и меняя там те или иные элементы, мы можем быстро совершать какие-то изменения временные на сезон. Ну, собственно, как бы SEO мода на то и рассчитана. Она динамична, она позволяет менять сегодня одно, а завтра другое в соответствии с требованиями момента. И сейчас я вот в рамках недели Флирта расскажу вам о SEO-характере. Что такое SEO-характер? Это вообще никакой не характер в обычном понимании. SEO-характер – это просто, это да, значит, и нет. И если вы в жизни говорите чаще «нет», чем «да», то у вас трудный SEO-характер. А если вы в жизни говорите чаще «да», чем «нет», то легкий SEO-характер. И это, сразу люди любят спрашивать об этом. Это не хорошо, это не плохо, это зависит от вашего лука. У нас вот есть как бы описанные такие коллекции, как бы SEO-луки. Допустим, вкусняшка, вот ей нужно, так сказать, сделать характер немножко потруднее. Допустим, красавица-содержанка, ей нужно как раз чаще говорить «да». Понимаете, вы можете подумать про себя в этом плане, взять, скажем, да, последние 100 ваших согласий, несогласий, или 200, 300, там, 500, прикиньте, пожалуйста, да, чего больше было. Вот вы узнаете свой SEO-характер. Я, например, чаще говорю «да», я это знаю, я говорю чаще, я говорю даже «да» тогда, когда не услышал. Потом мне приходится иногда все это переигрывать и говорить, я, знаете, сказал «да», а на самом деле я подумал, и кажется как бы «да», но вот с какими-то нюансами. Вот. Для SEO-флирта чем хорош SEO-характер? Как можно использовать этот элемент? Можно сделать свой образ менее пресным, потому что вы говорите, допустим, «да», но при этом делаете как «нет». Или вы говорите, значит, «нет», но ведете себя как «да». Допустим, подходит какой-то очаровательный человек к вашему столику и говорит: «Можно, значит, я здесь с вами присяду?» А вы так мотаете головой и говорите «да». Или, например, кто-то делает вам нескромное, значит, непристойное предложение, а вы хотите согласиться. Но, разумеется, вы не хотите, чтобы о вас подумали, что вы только и делаете, что соглашаетесь на непристойное предложение. Поэтому нужно изобразить внутреннюю борьбу. И вы знаете заранее, да, что в соответствии с SEO-характером вашим сейчас, как бы, да, вы скажете «да», но внутренняя борьба показывает, значит, «нет». То есть вы сначала как бы молчите, какое-то время пауза, потом вы смотрите леденящим взглядом на этого человека с подтекстом, как вы могли такое предложить, потом ваше лицо смягчается, потом вы показываете такую влажную улыбку, а потом вы говорите «да». И сразу становится интересно. Люди, к сожалению, в массе своей, они так любят вот эту правду, да ладно бы она еще была правда, это то, что они считают правдой. То, что я думаю, и почему ты считаешь, что прям должен сообщить другому человеку, это неправда. Это то, что я думаю про это, но то, что я внутри себя чувствую, совершенно другое. Люди рвутся на части, им хочется одного, им хочется другого, они то делают выбор, то потом начинают мучиться по поводу этого выбора, то отказываются, совершенно ясно, да, а потом парятся по поводу, зачем я отказал, да. Невозможно сказать, что вы чувствуете, что вы думаете, типа на самом деле. Потому что когда вы это получите, вы получите новую информацию, и на основании этой новой информации можете сделать совершенно другие уже выводы. Поэтому не парьтесь по поводу правды, а парьтесь по поводу того, чтобы быть интересными. А интересно — это когда внутри, когда вы показываете, что у вас внутри.
В итоге вы все равно все сведется к тому, чтобы сказать «нет» или «да», но покажите переживание. Вы хотите сказать «нет», покажите, что невербальное согласие. Можно я присяду? Нет. И ваш образ будет более интересным и менее скучным, менее пресным, менее занудным. Спасибо за внимание. Наш первый урок по SEO-моде окончен. С вами был Саша Иванов.